Всех приветствую, вы на канале Простой разговор. Очередные вопросы, касающиеся нас, Земли, обыденные вопросы человеческие, на которые отвечает искусственный интеллект. Так, приведу примеры, например, на какие вопросы искусственный интеллект будет отвечать. Первый вопрос. Земля плоская или круглая? Так, второй вопрос. Существует ли купол над землей, о котором много говорят, что землю закрывает купол? Так, это второй вопрос. И третий вопрос. Почему падают кометы и метеориты на землю? Вот на такие вопросы были заданы искусственному интеллекту, и вот как он ответил. Например, на первый вопрос: Земля плоская или круглая? Искусственный интеллект отвечает: Земля не плоская, она имеет форму слегка приплюснутого шара. Это подтверждается множеством наблюдений и научных фактов. Это естественно. Спутниковые снимки, например, из космоса показывают круглую Землю, но она не совсем круглая, немного приплюснутая, но снимки показывают, что она круглая. Самолеты и корабли могут облететь Землю по кругу. Во время лунного затмения тень Земли всегда круглая, например. Созвездия меняются в зависимости от широты. GPS-спутники и космическая связь работают благодаря точным расчетам формы Земли. Идея плоской Земли противоречит физике, астрономии и реальным измерениям. Снимки из космоса, например, самое неопровержимое доказательство 21 века. Тысячи спутников, орбитальные станции и космонавты ежедневно делают фотографии и видеозаписи нашей планеты в режиме реального времени. На всех этих снимках Земли выглядит как прекрасный голубой шар, наша Земля. Очень красиво выглядит, как вы многие уже заметили. Земля наша очень красивая. Это видно по снимкам. Почему она не идеально круглая, вот, к примеру? Вот такой вопрос. Из-за того, что Земля вращается вокруг своей земной орбитальной оси, возникает центробежная сила. В результате планета слегка раздувается как бы на экваторе и сплющивается у полюсов. Расстояние от центра Земли до полюса составляет около 6357 километров. Расстояние от центра Земли до экватора около такого же расстояния, 6378 километров. Эта разница всего на 21 километр делает Землю слегка неровным шаром, что в науке называют эллипсоидное, оно вот такое эллипсовидное или геоидом. Учитывая неровности рельефа и гравитационные аномалии, однако из космоса эта разница вообще незаметна. И Земля выглядит практически идеальной сферой из космоса. Так, на второй вопрос. Существует ли купол над Землей? И вот что ответил искусственный интеллект. Нет никакого физического купола. Там хрустального, стеклянного или силового над Землей не существует. Идея о куполе или твердой небесной пришла к нам из древности, когда у людей не было телескопа, космических, например, аппаратов
и понимания законов физики. В древности этого ничего такого не было. Древним людям казалось, что над плоской землей раскинут твердый свод, к которому прикреплены звезды, а за ним находится вода или обитель богов. Вот так вот представляли древние люди. В современном мире мы точно знаем, как устроена наша планета и что ее окружает. Вместо твердого купола у Земли есть атмосфера и магнитное поле. Роль защитного купола в реальном мире выполняют две невидимые, но мощные силы. Это атмосферное и магнитное поле. Гравитация и атмосфера. Например, воздушный купол. Вот. Воздушный купол. Земля обладает огромной массой, ее сила тяжести, гравитация, прочно удерживает вокруг планету газовая оболочка, это атмосфера. Вокруг Земли атмосфера. Атмосфера не имеет четкой твердой границы, она просто постепенно истощается с высотой, переходя в космический вакуум. Официальной гравитацией космоса считается линия Кармана на высоте, на определенной высоте над уровнем моря, но это лишь условная черта для авиации и космонавтики. Примерная. Атмосфера защищает нас от падения мелких метеоритов или просто сгорает в ней от трения, от скорости и от смертоносного космического излучения. Эта атмосфера нас защищает. Магнитное поле, то есть магнитный купол, как его еще называют. У Земли есть раскаленное металлическое ядро, которое работает как гигантский магнит. Оно создает вокруг планеты мощную невидимую оболочку, магнитосфера, еще ее как называют. Этот купол отклоняет потоки солнечного ветра, опасных заряженных частиц, летящих от Солнца к нам на Землю. И поэтому магнитный купол нас защищает от прямых солнечных попаданий. Если бы этого магнитного щита не было бы, Солнце давно бы выжгло всю атмосферу и Землю, и воду на Земле. Все, что на Земле находится, уже давным-давно бы все сгорело, превратив ее в безжизненную пустыню, например, как на Марсе. Значит, на Марсе отсутствует магнитный купол отсутствует на Марсе. Когда солнечный ветер сталкивается с этим щитом у полюсов, мы можем наблюдать невероятное красивое явление, то есть полярное сияние, как мы еще называем. Космические полеты, вот, например, с 1957 года начиная, запуск первого искусственного спутника Земли. Человечество отправило в космос уже 1000 аппаратов, очень много отправило. Ракеты, носители свободно преодолевают слои атмосферы и выходят на орбиту. Космические корабли летали к Луне в автоматические зонды, например, Voyager. Уже покинули пределы Солнечной системы. Ни один из них не врезался в преграду. Никакой преграды нету. Можно, как говорится, можно доказать этим, что космические спутники уже давным-давно за пределы достигли и Луну, и Марс. Марсоходы есть. Это о чем говорит? Что нету такого купола, который чтобы удерживал
Так, дальше. Международная, например, космическая станция МКС постоянно вращается вокруг Земли на высоте определенной. Космонавты и астронавты живут там месяцами, регулярно выходят в открытый космос и делают снимки планеты. Планеты, всего космоса, звезд и все, что там происходит в этой космической атмосфере, в этом космосе. Всевозможные делают снимки метеоритов, космический мусор там присутствует. Это все они снимают. Спутниковая связь, например, GPS, навигация в вашем телефоне, спутниковое телевидение и прогнозы погоды работают благодаря сигналам, которые свободно проходят сквозь атмосферу от спутников, которые находятся в космосе, в открытом космосе, находящихся на высоте от нескольких сотен, ну там, не буду я уже говорить, геостационарная орбита, как бы потоком радиоволн ничего не препятствует. Как мы видите, пользуемся интернетом и благополучно. Твердый купол Земле просто не нужен. Законы физики, гравитация и магнетизм идеально справляются с тем, чтобы защищать жизнь на нашей планете и удерживать все на своих местах. Так, вот такой вот ответ дает искусственный интеллект. Так, следующий вопрос искусственному интеллекту. Почему падают кометы и метеориты на Землю? Отвечает искусственный интеллект. Метеориты, космический мусор, как мы говорим, и гравитационные ловушки. То, что мы называем метеоритами, это обломки астероидов или комет. Падают на Землю по двум главным причинам. Или, как его еще называют, космические ДТП, столкновения. Даже есть и космические ДТП. Между Марсом и Юпитером находится огромный пояс астероидов. Очень огромный пояс. Там постоянно происходят столкновения между Марсом и Юпитером. Когда два астероида врезаются друг в друга, от них откалываются миллионы мелких частиц, камней, пыль, вот это вот, песок метеоритный, пыль метеоритная. Эти осколки разлетаются в разные стороны по космосу и меняют свои привычные движения орбиты. Гравитационное влияние планет-гигантов. Настоящим нарушителем спокойствия в Солнечной системе является Юпитер. Его колоссальная гравитация работает как невидимый большой миксер. Она искажает орбиты космических камней, буквально швыряя их в сторону внутренних планет Марса, Земли, Венеры и Меркурия. Вот оттуда и летят эти космические метеориты на планеты, на Марс, на Землю, на Венеру и Меркурий. Дальше. Притяжение Земли. Как вы знаете, у нас Земля притягивает. Если орбита такого летящего обломка пересекается с орбитой Землей, в дело вступает земное притяжение. Земля притягивает этот мусор космический. Наша планета просто затягивает камень в свою гравитационную воронку. Кометы, вот, например, ледяные странники с окраин. Кометы кардинально отличаются от метеоритов по составу. Миллиарды лет
Так, то есть это грязные снежки, кометы, состоящих из льда, замороженных газов и пыли, и прилетают к нам из самых глубоких окраин Солнечной системы, пояса Койпера или облака Оорта. Почему же они падают по направлению к Солнцу и Земле? Вот такой вопрос. Гравитационные толчки звезд и планет на это влияют. Миллиарды лет кометы спокойно вращаются на самом краю нашей системы, но иногда мимо пролетает соседняя звезда или крупные ледяные тела сталкиваются между собой. Этот легкий гравитационный толчок сбивает комету с круговой орбиты. Падение на Солнце. Комета начинает буквально падать внутрь Солнечной системы под действием мощнейшего притяжения Солнца. Ее орбита становится невероятно вытянутой, эллиптической. Кометы редко врезаются в Землю напрямую. Чаще всего они просто пролетают мимо нас к Солнцу, нагреваются, образуют знаменитый хвост и улетают обратно. Но они оставляют за собой шлейф из пыли и мелких камушек кометы оставляет. Когда Земля проходит сквозь этот кометный хвост, мы видим красивейшие звездные дожди, метеорные потоки, такие как Персеиды или Леониды. Вот, например, чаще мы замечаем падение звезды, и от нее идет такой светящийся шлейф. Что происходит в атмосфере Земли, когда космический объект буквально, будь то обломок астероида или частица хвоста кометы, влетает в атмосферу Земли на бешеной скорости? Происходит следующее. Сильное сжатие воздуха. Перед летящим телом воздух резко сжимается и мгновенно раскаляется до 1000 градусов. Эффект падающей звезды. Из-за высокой температуры объект начинает плавиться и сгорать. В этот момент мы видим яркий след в небе, метеор или болид, как его еще называют. Если объект очень крупный, он сгорает во внешних атмосферах Земли. Финальное падение, если камень был маленький, с песчинку, он сгорает без остатка, полностью сгорает. Если это был маленький или как песок метеоритный. Если объект был крупным и прочным, массивным таким, его внутреннее ядро не успевает полностью сгореть или испариться, преодолевает плотные слои атмосферы и падает на поверхность Земли. Только после приземления этот камень официально называют метеоритом, как мы его прозвали люди. По сути, если наблюдать вот через огромные телескопы, то они замечают, что метеоритные дожди бывают каждый день. По сути, космос постоянно осыпает на Землю своими осколками. Ежедневно на нашу планету падает до нескольких десятков тонн космической пыли и мелких камней, большинство из которых мы просто не замечаем, потому что они сгорают. Вот такие ответы дает искусственный интеллект. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить все интересное впереди. Другие вопросы, которые вас интересуют, пишите в комментариях, а я вам озвучу.
ответы искусственного интеллекта. Все, на этом. Всем пока.